Приветствую всех на своем канале. Всем хорошего настроения. Сегодня мы с вами будем смотреть расклад на 3 позиции на тему «Какая я настоящая без маски?». Если я не ошибаюсь, во-первых, тему расклада предложила Влада. Она увидела в шортсах, да, у меня по воскресеньям на канале выходят шорты, там была тема какие маски вы носите. И она прокомментировала через вопрос, где написала о том, что мне интересно было бы узнать, какая я настоящая без маски. Вот, и я решила сделать этот расклад, да, на такую тему. Так, позиции видите перед собой. Мы сегодня с вами будем смотреть, какая вы настоящая без масок. Напоминаю, что вся необходимая информация о моих услугах, о контактах, ссылках и так далее есть под этим роликом. По ссылке «Мои услуги» нажимаете, вас перебрасывает в топ-линк, и там вся необходимая информация есть. Переходите, приходите, записывайтесь на личные консультации, на 1 вопрос, на 3 вопроса, либо на мою любимую услугу беседы со смыслом, где вы можете чем-то со мной просто поделиться, пообщаться, побеседовать, вот, либо получить расклад онлайн, либо какое-то наставление, если вы начинающий практик. Вот. Все понятно, да, предельно, все как обычно. Как говорится, если что-то поменяется, да, я дам вам знать, а так все стабильно. Итак, позиция номер 1, голубенький камешек. Единички, какая вы настоящая без масок? Вот без масок вы резкая, жесткая, прямолинейная, такая, знаете, бескомпромиссная, что ли. То есть здесь энергия воздуха, она вот такая, какая она есть, то есть без каких-либо приукрас. То, что все, что вы хотите сказать, вы скажете. Без, как раз-таки без ношения этих масок. Без того, чтобы сглаживать какие-то углы. Здесь человек, который оперирует, скорее всего, какими-то мыслительными процессами, да, в своей жизни. То есть здесь человек-логик. Но и при этом человек справедливый. Не боится принимать решения. Еще какая вы без масок. Человек, который, знаете, вот все время находится в каком-то поиске, да, то есть что-то ищете, что-то стараетесь для себя понять, в чем-то хотите разобраться. Такое ощущение, что вот вы все время живете как будто бы свет в конце туннеля, да, и вот вы все время хотите нащупать этот тоннель, нащупать этот свет в тоннеле, хотите вот где-то в чем-то разобраться. Очень, очень много у вас, с другой стороны, заблуждений. Вы не тот человек, который будет довольствоваться тем, что имеет. Вот все время как будто бы что-то ищете, что-то хотите понять. Вам все время кажется, что где-то что-то не так, где-то есть какой-то подвох, где-то есть что-то скрытое, где-то что-то есть необъяснимое, где-то что-то непонятное. Не все так, как кажется. Вот как будто бы все время что-то за ширмой какой-то. Вот вы ищете, хотите понять. И здесь человек, который очень много думает, блуждает в лабиринте своего собственного сознания. И иногда это иллюзия. Иногда вы решаете в своей голове какие-то достаточно сложные задачи. Вот вы без масок, да? У меня такое ощущение, что вот вы как будто какой-то такой, знаете, молчаливый человек. Здесь не про отшельника, а здесь про какого-то задумчивого человека. То есть вот если бы вам не нужно было с кем-то разговаривать,
Вот вам прекрасно и самим собой, да, вот какой-то вот внутренний диалог, даже если не внутренний диалог, все равно вот какая-то вот внутренняя тишина, вы о чем-то думаете, о чем-то рассуждаете, что-то хотите понять, в чем-то хотите разобраться. У меня такое ощущение, что даже среди людей вы все равно живете в каком-то своем мире. Ясное дело, что мы все живем в своих виртуальных мирах, в нашем сознании, но здесь какая-то такая, знаете, вот дуальная энергия, она не совсем понятна. Вот как будто бы всегда есть какая-то вторая сторона. И вот вторая сторона – это вот как будто бы ваша природа. А вот то, что вот вы показываете, это не есть маска. Это тоже есть вы. Но это вот как будто бы следствие вот этой вот какой-то теневой стороны вопроса. Такое ощущение, что, вы знаете, вот когда появляется новый месяц, новая луна, видно только серп ее, да, то есть какая-то ее часть. Вся остальная темная, она не видна, она не светится, не отражает солнечный свет. Вот здесь вот у вас очень много каких-то таких потаенных мест, в которых, возможно, вы и сами не разбираетесь. Либо очень много вот как будто бы бессознательного в вашей жизни не говорит о том, что вы идете на поводу, а наоборот о какой-то вот глубине, в которой вы иногда сами не можете разобраться. Такое ощущение, что вот вы – это что-то такое очень большое, необъемлемое, которое хочет понять само себя, ну вот какой-то маленький пиксель. Ощущение того, что вот вы большая вселенная, бесконечная, безразмерная какая-то, безграничная. И вот в этой вселенной вы как будто бы как маленький мурашек хотите увидеть какого-то одного мурашека. Но вот, и при этом концентрируясь на этом и не обращая внимания на то, что вы вселенная. Да, то есть, что вот это вот то, что вы хотите познать, это какая-то вот такая вот маленькая песчинка в пустыне. Но при этом вот вы какая-то такая вот безграничная. С одной стороны, вы и сами себя понять не можете, а с другой стороны, вы как будто бы как-то интуитивно себя понимаете. А есть желание понять себя именно логикой. И вы наталкиваетесь на то, что не все можно объяснить логикой. Не на все можно найти какие-то ответы. Но вот вы без масок – это Луна. Это некий лабиринт, это движение, это процесс, это поиск, это что-то такое сакральное, потаенное, мистическое, непонятное, необъемлемое. И вот такое ощущение, что вот эту вот Луну вы носите внутри себя. Какая-то вот не то чтобы здесь пустота, а наоборот какая-то наполненность. Вы знаете, как у аркана Шута, великое нечто, из которого потенциал, огромный потенциал, что может появиться, никто не знает. Вот здесь какой-то такой вот прям очень огромный потенциал. Еще какая вы без маски. Ну вот аркан мира, я же говорю, вы какая-то такая очень большая, очень объемная, причем здесь такое ощущение, что вот вы как будто бы, вы осознаете, что вот вы часть чего-то, часть какой-то монады, может быть, да, то есть ваша душа – это часть чего-то большего такого. Да, вот мы говорим «высшее я», да, это как будто бы частичка вашего высшего я, которая проявляется в вашем теле. И вы это как будто бы понимаете, но вот по сравнению с объемами, здесь мне идет такое, что вот вы все время чувствуете, что что-то большее есть за вашей спиной. Вы как некая такая голограмма чего-то такого большего. И вы этот потенциал ощущаете, и нету понимания, как это можно реализовать, как это можно проявить. У меня такая картинка, знаете, появляется. Маленькая девочка, которая держит на веревочке не воздушный шарик, а целую вселенную. И вот куда она идет, она эту вселенную за собой тащит.
Зачем она ее тащит, непонятно. Что с ней делать? И отпустить этот шарик не могу, потому что шарик-то мой. Вот вы вот такая. Вот как вас описать? Я не знаю. Как можно описать Вселенную вот со всеми этими мистическими понятиями, законами, правилами, определениями? Вы что-то такое вот всеобъемлющее и при этом как будто бы бесформенное, но не в контексте того, что у вас нет внутреннего стержня, а наоборот, что вы человек без рамок, без каких-либо ограничений. Вы как воздух, понимаете? Вот если у воздуха форма, вот вы воздух, вот такая вот вы. Только если у воздуха есть какая-то, ну, он больше ассоциируется с логикой, да, с каким-то таким холодом, да, может быть, с мыслями, то вы больше как будто бы как вода мне идете, да, такая вот мягкая, принимающая, любящая, понимающая, прощающая, вот здесь такие энергии. Но это не на уровне именно человеческого сознания, да, а вот именно на уровне какой-то, я не знаю, вселенской любви, что ли, что-то такое. То есть у вас очень много глубины, очень много мудрости. И вот эту мудрость, ясное дело, вы накапливали не одно воплощение. А здесь дело в том, что вы сами не то чтобы не понимаете, вы как-то... Вот вы есть, да, и вот как-то вот описать вот эту вот мудрость, которая есть, то есть сказать, что вы ее как-то наработали, либо получили, либо еще что-то, либо это какие-то силы, которые с вами взаимодействуют, я не могу. Я могу просто сказать, что вот вы Вселенная, и все. Какая вы без маски? Ну, смотрите, какие великие арканы выпадают. Вот как это можно описать, да, то есть Луна, мир, страшный суд. Кроме того, как какая-то такая очень мудрая душа, которая влияет на умы других людей. Причем здесь не то, чтобы вы как-то что-то делаете, когда в контексте там, обучения, либо еще что-то, но при этом вот вы как-то влияете. Я не могу объяснить. Может быть, своей энергией, может быть, своим полем, может быть, то, что вы излучаете. Такое тоже может быть. Не обязательно взаимодействовать с людьми. Вы можете излучать эту энергию, да, вот какую-то такую высоковибрационную, частотную. Здесь как будто бы, знаете, какие-то вот серебряные нити идут такие, и они вибрируют, а вот эти вот волны, они как будто бы исходят из вас, эти волны света. И таким образом вы влияете своим полем. Но вот это вот ваше поле, оно как магнитное поле на самом деле. Оно может затягивать, как воронки, может превращаться в черную дыру, как является переходом для чего-то другого, да, для людей. Вы, возможно, какой-то такой человек, который периодически трансформируется, видоизменяется и превращается во что-то другое. Это знаете, как в электронных играх, когда ты переходишь на другой левел, да, на другой уровень, ты обретаешь новые скиллы, какие-то умения. И в конечном итоге, да, как трансформатор, вот обрастаешь всеми этими скиллами и становишься вообще другим каким-то человеком, сверхгероем, со сверхспособностями. Здесь ощущение того, что вы все время как-то трансформируетесь, но здесь эта трансформация, она не в контексте вашего тела, она в контексте вашего сознания. То есть здесь ваше сознание, оно все время как-то расширяется, трансформируется, расширяется, оно все время меняет какую-то форму. Здесь нету ничего такого статичного, постоянного. Вот ваше сознание здесь, если мы говорим, какая вы без маски, я могу сказать, что вы один большой вселенский разум. Вот это было бы вашим описанием. Я не вижу здесь, допустим, там ваше тело, там еще какие-то умения. Вот это все настолько мелко в описании вас. Я бы сказала вот только одной фразы. Вы вселенский разум. Как, я не знаю, как большая библиотека, но не с акцентом на знание, да, что вот вы являетесь знанием, а в контексте масштабности как раз-таки.
Здесь какое-то вот прям вот как хранилище идет. Здесь очень огромные масштабы идут. И поэтому в таких вот масштабах сказать, что как-то вот вас описать, это было бы очень сложно. Но вы человек, который все время перерождаетесь, все время, не знаю, может быть, занимаетесь как-то своим развитием, может быть, что-то познаете. Здесь как-то вот все очень многоуровнево и многогранно. И это вот как будто бы не земными понятиями здесь. Ну, что-то такое земное есть у вас, чтобы как-то описать, потому что, ну вот, королева пентаклей. Что-то земное, чтобы вас можно было описать. И какая вы настоящая без маски? Вы очень заботливая. Вы очень, хотела сказать, вредная, хотя, возможно, и есть преданная. Вы очень преданная, вы очень внимательная, очень заботливая. Обращайте внимание на детали. Создаете какой-то комфорт, уют. Любящая. Вот вы тот человек, который масштабирует то, что есть в ресурсах других людей. То есть вот вы как увеличительное стекло, давайте так скажу, вот это прям будет прям про вас. Вы как увеличительное стекло. Когда в вашем пространстве кто-то находится, свои негативные качества, либо страхи, либо эмоциональные какие-то качели увеличиваются в вашем. Ну, то есть становится как под увеличительным стеклом, да, приумножаются как-то, масштабируются. А если у вас что-то хорошее есть, что-то такое вот позитивное, я имею в виду у людей, которые приходят в ваше поле, да, то оно также масштабируется. Там, доброта, а то в том числе и материальная какая-то составляющая. Вот вы как каким-то таким образом своим подсвечиваете людям те или иные их качества, да, через увеличивание, через как вот увеличительное стекло. Ну, вы такой достаточно спокойный человек, человек, который наслаждается своей жизнью, размеренный, живет как-то своей обыденной жизнью и заботитесь о близких. Но я не вижу, чтобы здесь вот прям вот человек вот с таким качеством был прям, знаете, семейный. Не то, что у вас нет семьи, но вот сказать, что вот она вот прям у вас в приоритете, как обычно люди говорят, там дрожат над своими детьми, для них прям вот смысл жизни – это дети. Это не про вас. У вас, понимаете, даже выражение любви, заботы, оно будет такое больше на отдачу и нейтральное. То есть нету какой-то вот привязанности. Вот что я говорю, когда имею в виду нейтральное. То есть вы как будто что-то делаете, потому что вам это нравится, не потому что это надо. Ну, башню, видите. Вы трансформатор, вы человек, который все время что-то рушит, вот эти вот изменения, да, внутри себя, вы что-то меняете все время, вы что-то трансформируете, от чего-то очищаетесь, но это вот как раз-таки идет на уровне вашего сознания. Такое ощущение, что вот ваше сознание, оно как дрожжи, оно живет своей жизнью, оно как-то умножается, движется, проживает. И у меня такое чувство возникает, что вот если не было необходимости как-то взаимодействовать в реальном мире с людьми, вы бы полностью жили в виртуальном мире, в какой-то своей вселенной. Но это не иллюзия, а это прям, знаете, вот такое ощущение, что то ли вы не можете найти применение своему разуму, как-то вот направить его в нужное русло в материальном мире, да, вот в нашем мире. Оно как будто бы вот какое-то сознание, которое само по себе существует. И иногда я задаюсь вот здесь вот вопросом, вот из того, что я вижу, что насколько вам нужна вот эта вот телесная оболочка? Потому что даже и в материальном мире вы все равно живете как-то вот по каким-то своим понятиям, по своим каким-то, в своем каком-то сознании, в своем каком-то восприятии мира. Как-то так. Что сегодня философски опять пошло, но вот, ну, просто вы видели, да, арканы такие. Давайте я вас заземлю. Королеву пентаклей перекрою. Так, это была первая позиция. Двоечки, вторая позиция. Какая вы настоящая без маски? Либо какой вы настоящая?
Ой, вы человек-праздник. Я всех люблю, я всех обогрею, я всех объединю. Мир, жвачка, любовь. Вот это вот ваши какие-то понятия, да? Секс, наркотики, рок-н-ролл. Вот это вот ваше, как-то, знаете, человек-праздник, человек веселье, такое ощущение, что, знаете, как какая-то свадьба в деревне, да, когда накрываются столы в поле, в таком безграничном огромное количество, и все вот приходят, и какой-то такой шведский стол все время наполненный, вот, и все проходят, и путники, и странники, и жители. И вот все радуются, все веселятся, все танцуют, и при этом все как-то вот объединены. Вот это вы. Такое ощущение, что вы без масок – это вы радуга. По-другому я вас назвать не могу. Вот вы радуга. Ну вот, смотрите, да, десятка сосудов, десятка кубков. Праздник, эмоция, радость, семья здесь как идет, знаете, как мама-наседка, чтобы все были одеты, чтобы все были обуты, чтобы все были счастливы, довольны. Почему-то мне идет какая-то такая, знаете, деревенская жизнь на свежем воздухе, с хорошим здоровьем, да, с хорошим таким потенциалом детородным. Такая улыбающаяся женщина в теле почему-то, не знаю, как на дрожжах, да, и вот она все время почему-то веселится, она все время смеется, вот у нее все время какая-то варка, готовка, не знаю, но при этом это для нее не в тягость, для нее это наоборот, это радость, когда радуются другие люди вокруг нее, когда все вот как-то улыбаются, когда счастливы, когда все переполняет, работа кипит. Вот все, здесь какие-то такие эмоции у меня идут. Но при этом вы такой, знаете, человек любознательный, интересный, да, в чем-то, возможно, сомневаетесь, где-то в чем-то вы, может быть, и не уверены идете по жизни, но вот знаете как, был в советское время такой мультик про Комарова, не знаю, помните вы или нет, если нет, можете загуглить, либо на YouTube посмотреть мультик про детского сада, там был один такой маленький пузатый мальчишка, Комаров, да, вот он был какой-то рыжий, такой, знаете, с веснушками. И вот все детки идут, значит, один за другим. И вот Комарову только всегда все нужно. То он, значит, 2 ноги в одну штанину засунет и все время падает, и все падают. То он нашел какую-то лягушку, и вот он ее схватил. То, значит, там, я не знаю, еще как-то с цветочком увидел, то какой-то камешек. Вот такой, знаете, любознательный, жизнерадостный ребенок с открытыми глазами. Вот это вы без маски. Вот вам все время все надо, все вам надо узнать, все вам надо посмотреть. И знаете, вот как почему образ маленького ребенка, такого, знаете, наивного, необремененного жизнью, радостного. Вот маленькие дети там в возрасте 2-3 лет, вот они везде залазят, вот им все надо. Они хотят познать этот мир. Вот это вы, познать себя, познать этот мир. Вам все любопытно, вам все интересно, у вас открытая душа. Это вы без маски. Еще какая-либо какой вы без маски. Ну, конечно же, куда же без пострадать. Вот страдание, оно тоже вам по каким-то вашим соображениям приносит удовольствие. Знаете, как-то вот драматизирует, да? Там у соседки что-то плохое произошло. Ой, какая ж ты бедная, несчастная. Ну почему на тебя это нашло? Какая у тебя доля не такая? Вот и знаете, и пострадаю, и помучаюсь, и посопереживаю. Вот есть у вас такое, вот вам нравится. Опять же таки, это эмоции. Это то, что имеет для вас смысл в жизни. Еще какая вы настоящая без маски. Ну, очень харизматичная, конечно. Здесь могут проходить, знаете, актрисы, да, прям такая природная
природная такая актриса, которая вот где-то что-то наиграно сделает, где-то что-то может быть увеличено. Вот, но при этом человек с какой-то со своей внутренней харизмой, со своим каким-то таким магнитом вот вы притягиваете. В зависимости от того, в каких вибрациях вы звучите, вы притягиваете. Если вы звучите в вибрациях страданий, вы будете притягивать каких-то там мошенников, обманщиков, предателей и так далее. Но все время всех вы их обогреете, дадите им объяснение, почему так, почему он с вами так поступил, там у него там какое-то там прошлое не такое, поэтому я должна его полюбить, я должна его обогреть, согреть. Но это ваша природа, да, вот. Опять же таки такая эмоция, любовь, хорошо, вот прям напоминание, знаете, бабушка такая вот, теплые руки бабушкины, да, такая вот мягкость, запаха дома, уюта, обеда, вот все такое хорошее. С другой стороны, дьявол, он говорит, указывает нам, конечно же, на привязанности, на зависимости. Вот вы без масок, вы человек, который привязывается. С другой стороны, могу сказать, что вот вам нравится где-то какая-то такая вот роскошная жизнь, но, может быть, в юности было, может быть, где-то, как ваши теневые какие-то аспекты, здесь есть пороки. То ли вам это хотелось, и вы себе не позволили быть как-то вот в некоторой степени, знаете, порочной, но это вас все равно, вас тянет, да, то есть теневые какие-то моменты, они вам не чужды, потому что это все-таки эмоции, да, вот что-то такое попробовать запрещенное, что-то попробовать такое. Может быть, опять же таки, по молодости, как правило, у нас есть некое такое бунтарство, и мы хотим попробовать то, чего разрушающего, да, чего делать нельзя. Либо наоборот, здесь есть такое ощущение, что вот вы подавляете в себе вот эти вот теневые моменты и как-то считаете, что, не знаю, они порочные, их нельзя выпускать. Здесь по-разному может быть. Но вообще, в принципе, какое-то вот такое бунтарство у вас тоже присутствует. Вот при всей вашей любви, при всем вашем вот этом эмоциональном состоянии где-то Че Гевара у вас проскальзывает, да, какой-то такой революционный дух. Ну, в принципе, вы очень спокойная. Вот вы очень спокойная, вот с вами приятно, хотя, знаете, вот эмоциональные качели вам не чужды, конечно. Вы ранимый, чувствительный, может быть, иногда даже мнительный кто-то, да, не могу сказать за всех, вот, как-то разочаровываетесь. Возможно, иногда ваши разочарования не связаны с тем, что вы не получаете какого-то подтверждения, да, пажу жезлов, потому что вам важна обратная связь, вам важно признание, вам важно внимание, любовь. Ну, с другой стороны, знаете, как-то переживайте, махнули рукой, и ладно, ничего страшного, я и сама всех люблю. И все, и пошла опять-таки в поле любить всех, залюбливать, долюбливать. Вот, но в принципе, да, вы такая целительная энергия здесь воды, да, кубковости. И знаете, здесь еще проскальзывает, здесь есть в малом проценте огонька, воздуха здесь нету. Но вот огонь, да, вот это вот жизнелюбие есть. Здесь очень много воды, понимания, сопереживания, там, сочувствия. Есть какая-то доля стихии земли, в равной степени, как и стихии огня. То есть огонь и земля здесь в равновесии, где-то там по 25%, вот, и где-то 50% может быть воды, а вот воздуха здесь нету, я не чувствую, но здесь он, в принципе, и не нужен вам, вот так, как вы живете. То есть вас, в принципе, вот так вот все устраивает и удовлетворяет. Вот как-то здесь такое. Здесь какие-то праздники, я не знаю, какие-то летние праздники, не знаю, перепрыгивание через огонь, вот какие-то такие костры, что-то, леса. Вот здесь такие энергии, естественные, живые, природные. То есть здесь вот природа, какая вы без маски, вот вы как природа.
где-то в чем-то может быть необузданная, дикая, где-то вот прям естественная, живая, где-то можете прям где-то и покраснеть, если вас там будут хвалить, румянец на щеке, где-то может как-то вот непродуманно что-то сказать, что-то ляпнуть, потом, конечно, переживать за это. Ну вот здесь человек какой-то такой, знаете, вот неограниченный и естественный в своем проявлении, да, вот поэтому я говорю, как вы знаете, как молодая какая-то наивная девушка, да, вот доверчивая, вот прям всем, не знаю, всем посопереживает, почувствует. Ну вот это очень милое. Вот здесь какая-то энергия такая очень-очень милая, очень теплая, очень милая. И почему-то у меня все время идет какая форма круга почему-то, не знаю. Здесь не в контексте вашего тела, да, что вы пухляши, хотя такое тоже может быть, да, вот, но здесь вот какая-то форма круга, то есть некий какой-то идеал, что ли, либо какая-то целостность, вот что-то такое мне идет, не могу понять. Так, солнышко тоже круглое. Позиция номер 3. Смотрим вас, троечки, какие вы настоящие без масок. Вот, знаете, такое ощущение, что вот если бы смотреть на первую позицию, да, как будто бы по первой позиции у меня проходят родители. Даже прям вот такое, третье поколение, там бабушка с дедушкой. По второй позиции у меня как будто бы проходят дочери. Вот маленькая девочка. А вот по зеленой, да, по третьей позиции, зеленому камешку, у меня проходят как мальчики. Вот какое-то такое вот гендерное, да, разделение очень интересное. Какие вы без маски? Во-первых, энергия человека, который хочет познать этот мир. То есть познать этот мир не в контексте жизни, а в контексте материи. Вот как будто бы, знаете, какой-то, как он называется-то, вот в мультиках показывают незнайку, да, в очках, либо какого-то ученого, мультяшного такого героя, который вот прям носит очки как показатель того, что я хочу в чем-то разобраться, я хочу понять. То есть вы как будто бы, вот, не знаю, рассматриваете материю там, под увеличительным стеклом какого-нибудь мураша, либо какой-нибудь там, я не знаю, саранчу, вот что такое, паука, что-то вот вы все время как-то рассматриваете, хотите понять, в чем-то разобраться. Вы обращаете внимание на детали. Вы очень внимательны к словам других людей. Вы внимательны именно к пониманию, что есть ценность. То есть вот такое ощущение, знаете, как начинающий какой-то биржовик. Да, то есть, там, я не знаю, человек, который изучает как криптовалюту, да, что такое. То есть вот вы как будто бы какие-то монетки изучаете, причем не большие деньги, а вот именно какие-то монетки. То есть как-то хотите понять что-то, я не знаю. Может быть, здесь вы что-то коллекционируете, что-то такое, то ли древние монеты, то ли, ну, марки я не думаю, но как будто бы как филателисты, нет, не филателисты, это про марки, какие-то вот монетки, вот что-то вы такое собираете, рассматриваете. Вот вам как будто бы это вот интересно. Поэтому вы, человек без маски, это тот человек, который любознательный в контексте материального мира. Либо как сколотить состояние, либо что такое деньги. То есть вот именно в финансовом аспекте, да, что связано, как банки работают, вот как там, я не знаю, можно что-то продавать, можно что-то получать. То есть вот как материя в таком контексте вам интересно. А с другой стороны, вы такой человек, который рушит, вот вы как будто бы хотите разобраться в своей личности и все время как будто бы ее проверяете, что ли, вот на прочность. Как будто бы, может быть, проверяете свое тело тоже на прочность, насколько оно выдержит те или иные нагрузки. Вот вы экспериментатор, простыми словами. Вот вам
Поэтому я говорю всегда про троек практики не в контексте только людей, которые практикуют, а в контексте того, что это люди делания. То есть вы делаете больше. Вы не теоретики, а вы именно практик, вы то, что практикуете. Поэтому здесь человек, если что-то узнал, он на себе будет пробовать. Вы очень многое на себе попробовали. Причем это может быть, там, начиная от каких-то рецептов, что-то узнала, да, мне понравилось, давай я попробую. Либо какое-то лечение на себе, какими-то там, например, травами. Давай я попробую, попробую алоэ. Вот срежу, вот говорят, прям там лицо будет подтянуто, либо еще что-то. Вот вы такой человек, который все время все на себе экспериментируете, пробуете. Там какое-нибудь питание, какие-нибудь масла, крема, там, на волосы намажете, там, либо еще что-то, какие-нибудь там фишки всевозможные, например, там, с пластмассовой бутылкой, что можно из нее сделать, где ее можно использовать. Вот лайфхаки всевозможные. Вот вы человек, который хочет все время понять, как работают эти лайфхаки в материальном мире. И с другой стороны, как эти лайфхаки влияют на вас как на личность. То есть вы человек, который все время себя доводите до предела, до каких-то граней. То есть если, например, там практикуете какое-нибудь там голодание, то если есть там, я не знаю, интервальное голодание, где там, например, там 16 часов голодаешь, а потом ешь, вы сделаете себе обязательно там, я не знаю, 24, а потом посмотрите. То есть вы как-то вот все время себя проверяете на прочность, и я не могу сказать, что вы себя как-то не любите, но вот что-то чем-то таким попахивает, вот как будто бы какое-то наказание, да, своему телу. Либо вот вы как-то хотите... Но здесь вот любви к своему телу не пахнет. Здесь наоборот, как будто бы какие-то проверки. Такое ощущение, что вот вы 100% уверены, что оно у вас какое-то прочное, что вот вы никогда, не знаю, не то чтобы не заболеете, ничего не случится. Какой-то вот испытатель. Вот я говорю, 5 мечей. Вы человек, который любой ценой хочет получить то, что ему нужно. Как говорится, не мычом, так катанием. А с другой стороны, вот у вас после таких моментов возникает вот какая-то опустошенность. То есть здесь такое ощущение, что вот человек вкладывает очень много сил во что-то он делает, а потом чувствует себя опустошенным. Не знаю, как будто бы, знаете, как-то вот кому-то что-то сказал, прояснил. Вроде бы произошел какой-то конфликт, и вы пошли его прояснять. И вы высказали человеку все, что вы думали о нем. Вроде бы это правда. Вроде бы нигде ничего не приукрасили. Вот сказали так, как есть по существу. А осадочек у вас потом на душе. Вот почему я чувствую себя очень гадко, да? Вот вроде бы поступил правильно, сделал все, что нужно, допустим, там, не умолчал, не скрыл, сказал правду, как есть, а на душе погано. Вот у вас какая-то такая черта есть. Вы очень самокритичны к себе, и очень требовательны к себе, без масок. Вы часто себя осуждаете. Вот я говорю, вот вы как-то то ли наказываете себя за что-то, то ли требовательны к себе, не могу понять. То есть здесь как будто бы человек не согласен с его личностью. Вот как, здесь не то, чтобы раздвоение идет, а такое ощущение, что вы часто себе говорите, так тебе и надо. Вот как будто бы вы говорите другому человеку, как будто бы вы не себе. То есть когда причиняете боль самому себе, вы от этого получаете удовольствие в контексте того, что правильно с тобой поступили. Вот как будто бы кто-то другой говорит через вас, понимаете? Не вы сами себе, а как будто бы кто-то другой говорит. Вы без масок человек, который, вот знаете, стремится. Здесь есть свобода, но, как правило, свобода, которая здесь проскальзывает, она не как первопричина, да, как цель, я хочу стать свободным человеком, а вы, наоборот, вы как будто бы к этой свободе идете как через то, что
а давай я посмотрю, сколько у меня есть ограничений, сколько у меня есть сценариев. И вот каждый сценарий я хочу разрушить, каждый сценарий я хочу, там, я не знаю, проработать, избавиться от него, там, сценарий за сценарием. И в конечном итоге, конечно, я приду к свободе, но здесь свобода не как самоцель, а вот прям, как будто вы знаете, насколько я могу расширить свои границы, насколько я могу расширить свои способности, насколько я могу расширить свою форму. Вот вы все время как-то вот... Вроде бы может показаться, да, что вы хотите какой-то свободы. На самом деле вы свободы не хотите, но вот как-то все время что-то хотите в себе проработать. То, что вас сдерживает. То есть вы все время как-то боретесь с чем-то, сопротивляетесь чему-то. Но здесь человек, который, я сказала уже, да, как будто бы хочет познать вот этот материальный мир. То есть что такое наш физический план. И вот поэтому вы все время как-то за что-то боретесь. Но здесь, понимаете, если бы было четкое понимание, за что вы боретесь, здесь как будто бы человек воин по своему духу. Вы как воин по своей природе, по своему духу. И неважно, чему вы будете сопротивляться, либо с чем вы будете сопротивляться. Главное находиться в этом процессе. То есть человек, который привык воевать, он не может жить мирно. Потому что, да, вроде бы за что воюю? Воюю за мир, да, но при этом к этому миру я иду через войну, не через какую-то дипломатию, либо договоренность. Вот именно как-то так. Кто-то здесь борется, сражается, может быть, за, не знаю, какую-то комфортную жизнь, удобную жизнь, роскошную, понятную. То есть вот как будто бы хочу получить какие-то блага, которые вроде бы мне доступны по природе моего рождения, да, по праву моего рождения. Но с другой стороны, здесь тогда непонятно, почему вы за это сражаетесь, если это ваше. Вот здесь такие энергии. Какой вы без маски? Здесь человек, который проживает свои воплощения, но я не могу сказать, что вы какая-то новая душа, но и старой душой вас не назовешь. Здесь человек, который все время что-то изучает, в чем-то хочет разобраться, но при этом вот здесь как будто бы много обид. Здесь есть что-то, что... Вот ту свободу, о которой я говорила, да, вот вы, по идее, должны были освободиться от этих подавленных каких-то болезненных эмоций, переживаний, которые есть в вашем сердце. Но вы их храните, потому что они являются для вас каким-то мотиватором по жизни. То есть здесь как будто бы боль, она вас подпитывает для того, чтобы двигаться дальше. Знаете, как воин, да, пока он там кому-то должен мстить, пока он за кого-то должен сражаться, то есть вот пока есть вот такие энергии, он будет. А когда в его сердце будет все спокойно, он потеряет себя, он потеряет свою природу, вот эту вот воинственность. Ну, потому что в сердце, когда мир, сражаться не за что. Вот здесь вот такое ощущение, что вот эти вот какие-то болезненные, не знаю, моменты, они вас подпитывают, они являются для вас топливом. Да, вот и император вышел. Какой вы человек без масок? Я не могу сказать, что вы социальный. И с другой стороны, и отшельником вас не назовешь. То есть вы как будто бы, знаете, такой человек-управленец, человек конкретный, постоянный, стабильный, дисциплинированный. Отсюда у вас требования к другим людям, потому что вы дисциплинированы, вы не понимаете людей, которые живут хаотично, спонтанно, бесцельно. Вы человек, который, вот прямо, знаете, человек системы, вы по рождению, вы дитя системы. Вот если что-то вне системы, вне какого-то эгрегора, вам это сложно. Но при этом вот парадокс в том, что вы как будто бы стремитесь к какой-то свободе.
Стремитесь к свободе, а вы состоите сами из систем, из правил и установок, из какой-то дисциплины. Но стремитесь к тому, чтобы вот как-то то ли других освобождать от кабалы какой-то, да, то ли сами себя. Ну, вот такое ощущение, что, ну, окей, предположим, что вы добились того, чего вы хотите, да, получили то, что вы хотите. Вы все равно не останетесь в этом, потому что ваша природа – это борьба, это сопротивление, это сражение, это завоевание. Вот в каких-то таких энергиях, да, вот именно в мужских, в активных, вы чувствуете свою силу. Потому что так вы можете строить, так вы можете что-то создавать, к чему-то двигаться. Какие вы без масок? Здесь немножко есть каких-то иллюзий в контексте того, что значит жизнь для вас, как жить, как правильно жить. Здесь немножко искажается ваше восприятие через чувствование, то есть то, как вы чувствуете жизнь, не как вы ее понимаете головой, либо действиями, а то, как вы ее чувствуете на уровне восприятия. Вот здесь немножко искажение идет. Угу. И вот искажение как раз-таки по мечевости, да, по своих каких-то взглядах, суждениях по поводу того, что такое жизнь. И вот эти вот искажения, это как раз-таки про то, что жизнь – борьба, жизнь – сражение, за все надо там отстаивать, добиваться, бороться, сражаться. Вот вы жизнь воспринимаете в таком контексте. У меня почему-то перед глазами мелькает все время какая-то военная выдержка, что ли, военная школа. Вот прям люди в военной форме. И здесь речь не идет о войне, а здесь речь идет о том, что вот какая-то вот такая структура, да, именно выправка. То ли вас воспитывали, что ли, может быть, отец был такой военный, либо такого склада ума, либо вы себя как-то дисциплинировали, либо вы человек, который были в спорте, где прям жесткие какие-то правила, да, и надо было их придерживаться, и вот вы привыкли уже к такому. То есть здесь человек, который живет вот именно, поэтому у вас и выпадает очень часто аркан справедливости, да, потому что это вот такая жесткая энергия справедливости, она холодная на самом деле. Но здесь вот у вас есть какая-то иллюзорность по поводу того, что такое жизнь, да, как вы ее ощущаете, как вы ее проживаете. Здесь жизнь, она у вас через боль, она у вас как-то через преодоление. Но вот это вот опять же таки, да, понятие преодоления, какие-то преграды, да, сложности, боль, это все опять же таки в категорию того, что я проверяю свое тело на прочность, выдержу, не выдержу. Вы здесь очень много экспериментов над собой проводите, кстати. Но это ваша природа. Вот такой был сегодня расклад. Что-то почему-то у меня и голос сел. Надеюсь, вам понравилось, да, что-то для себя вы услышали. Вот, благодарю, что ставите лайки, пишите комментарии. Прощаюсь с вами. До пятницы. Всем пока-пока.